Если тебе кажется, что об Амазонке наука уже все поняла, последние исследования говорят обратное. Чем лучше ученые сканируют лес, воду и воздух, тем чаще выясняется, что мы опоздали с выводами на десятилетия. Мы слишком долго смотрели на Амазонку как на бесконечную зеленую массу, а она оказалась сложной системой, которую легко недооценить. И здесь важно одно уточнение. Я не буду пересказывать мифы или туристические страшилки. Разберем только то, что опубликовано в научных работах и открытых источниках. Археология, климатология, экология и геохимия. Иногда данные звучат почти невероятно, но именно поэтому они и опасны для старых представлений. Подумай сам. Если крупнейший лес планеты до сих пор раскрывает базовые тайны о своем прошлом и настоящем, значит, мы слишком рано приняли многое на веру. Амазонка умеет ломать привычные схемы. Она меняет картину древней истории, климата и даже того, как мы понимаем слово «нетронутая природа». И, возможно, самое неприятное здесь то, что многие сигналы были рядом давно. Просто наука научилась видеть их слишком поздно. Сейчас пройдем по 10 фактам об Амазонке, которые подтверждены исследованиями и при этом до сих пор звучат как сюжет документального триллера. Долгие годы Амазонку представляли местом, где сложные города будто бы просто не могли возникнуть. Но в 2022 году лидар в боливийском Льянос-де-Мохос буквально снял верхний слой этой уверенности. Исследователи описали поселение культуры Касараба, существовавшей примерно между 500 и 1400 годами нашей эры. Под лесом и саванной оказались не хаотичные насыпи, а целая система низкоплотной урбанизации. 2 крупнейших участка в работе Nature имели площади около 147 и 315 гектаров. Это уже не деревня в привычном смысле. Это крупные узлы с архитектурой, дорогами и управлением пространством. Ученые увидели 4-уровневую иерархию поселений, то есть перед ними была не точка на карте, а региональная сеть. Крупные центры соединялись с прямыми приподнятыми дорогами, которые тянулись на километры. Вокруг фиксировались каналы, резервуары и другие элементы управления водой. Для сезонно затапливаемого ландшафта это критично. Без такой инженерии большая система там просто не держится. И вот здесь старая мысль о пустой доколумбовой Амазонке начинает осыпаться уже всерьез. Представь, что лес десятилетиями выглядел диким и бесформенным, а потом лазер внезапно показывает планировку. На крупных площадках были платформы, U-образные структуры и даже конические пирамиды высотой до 22 метров. Авторы отдельно подчеркивали, что это были не пустые церемониальные декорации. Раскопки и биоархеологические данные указывают на круглогодичное проживание земледельцев. Маис там был важной культурой, а белок люди добирали охотой и рыболовством. То есть лес скрывал не краткий эпизод, а устойчивый способ жизни. И, если честно, это один из самых неприятных моментов для старых учебников. Потому что мы спорили не о деталях. Мы спорили о том, могла ли Амазонка вообще быть домом для больших организованных обществ. Теперь вопрос звучит иначе. Сколько еще таких систем мы просто не успели картировать? Лидар не придумал эти города. Он лишь убрал привычную слепоту, которую создает крона леса. А значит, первый шокирующий факт об Амазонке прост. Под видимой природой там иногда скрывается очень глубокая история людей. И наука подошла к этому выводу слишком поздно, хотя бы потому, что сама технология взгляда сверху появилась совсем недавно. Второй факт бьет по другому стереотипу, будто почвы Амазонки везде одинаково бедны и не держат сложное земледелие. Ученые давно знали о так называемых Amazonian Dark Earth или Terra Preta, но спор о происхождении этих почв тянулся годами. Они казались слишком плодородными для обычного тропического фона. В 2022 году работа в Nature Communications вновь подтвердила их антропогенное происхождение. Проще говоря, значительная часть этих необычных почв была создана людьми, а не случайной прихотью природы. В них находят древесный уголь, органические остатки, кости и керамику. Это не след одного ритуала и не краткий эпизод. Это результат очень долгого накопления и управления средой. Такие почвы сохраняют высокую плодородность столетиями, иногда дольше. Для тропического региона с быстрым вымыванием питательных веществ это почти контринтуитивно. Получается, часть амазонского ландшафта была не просто освоена, она была улучшена руками человека. И тут важно не сорваться в романтизацию. Терра Прета не чудо, а технология накопленного быта. Пепел, пищевые отходы, древесный уголь и постоянная работа поколений оказались сильнее, чем мы думали.
Представь масштаб терпения. Не одна великая реформа, а сотни повторений, из которых рождается новая почва. Такие участки часто связаны с древними поселениями и зонами интенсивной жизни. То есть сам грунт там становится архивом присутствия человека. Для ученых это важно вдвойне. Почва в Амазонке иногда хранит историю лучше, чем каменные стены. И это меняет разговор не только об археологии, но и о современном землепользовании. Мы слишком долго противопоставляли лес и человека, так, будто одно всегда уничтожает другое. Но Терра Прета показывает более сложную картину. Человек мог не только истощать среду, но и создавать устойчивые продуктивные ниши. Разумеется, это не оправдание современного выжигания и хищнической распашки. Наоборот, разница здесь принципиальна. Древние системы работали медленно, локально и в контакте с экосистемой. Поэтому второй шокирующий факт звучит так. В Амазонке люди оставили след не только на поверхности, но и буквально в химии Земли. И мы поняли это слишком поздно, потому что долго искали историю только в руинах, а не у себя под ногами. Третий факт касается геоглифов и земляных укреплений на южной окраине Амазонки. Когда первые крупные геометрические формы стали различимы с воздуха, многим это показалось исключением. Но в 2018 году Nature Communications показала картину куда шире. Исследователи сообщили о доколумбовых рвах и ограждениях в верховьях Тапажоса. Дальше оказалось самое важное. Это не отдельный островок, а длинная культурная дуга. Авторы писали, что земляные строители занимали примерно 1800-километровый участок Южной Амазонии. Речь шла о фортифицированных деревнях приблизительно 1250-1500 годов нашей эры. Моделирование распределения памятников дало еще более тревожный масштаб. По оценке авторов, такие объекты могут встречаться на площади около 400 тысяч квадратных километров. Это уже не археологическая курьезность. Это другой образ заселения огромного региона. Особенно важно, что часть памятников расположена не на главных поймах, а в междуречьях. То есть старое представление о том, что жизнь концентрировалась почти только у больших рек, оказалось слишком узким. Подумай, как это меняет взгляд на лес. То, что с самолета выглядит сплошной зеленью, в прошлом могло быть пространством укрепленных сообществ. Геоглифы не всегда означают один и тот же политический строй, но они показывают координацию, труд и долгосрочное планирование. А где есть такое планирование, там обычно есть и устойчивая социальная структура. Работы по южной окраине Амазонки связали археологию с дистанционным зондированием и экологическими моделями. Именно это сочетание позволило увидеть масштаб, который раньше ускользал. Мы опять уперлись в ту же проблему. Лес не отдает свои следы прямым взглядом. Нужны карта, модель, датировки и терпение, чтобы рисунок проявился. Поэтому третий шокирующий факт звучит строго по-научному. Значительные зоны Южной Амазонии были заселены куда плотнее и организованнее, чем считалось. А по-человечески это звучит еще жестче. Мы слишком долго называли пустотой то, что просто плохо умели читать. Такие открытия не отменяют дикость леса. Они отменяют нашу самоуверенность. И чем больше новых съемок, тем осторожнее приходится говорить слово «нетронутый». Четвертый факт уже про атмосферу, и он не менее неудобен. Мы часто слышим образ летающих рек, но за красивой метафорой стоит реальная климатическая физика. В 2022 году исследование в Nature Communications назвало Амазонский бассейн одним из 4 крупнейших наземных узлов влагооборота на планете. Авторы моделировали потоки влаги между испарением и осадками как сеть. И Амазонка в этой сети оказалась не пассивным фоном, а ключевым хабом перераспределения влаги. Это значит, что лес не просто ждет дождя с неба, он сам активно участвует в том, как эта влага возвращается в атмосферу и выпадает дальше по маршруту. Испарение с листьев и почв становится частью огромной системы повторного использования воды. Чем устойчивее лес, тем стабильнее работает этот насос. И вот здесь начинается нервный момент для всей Южной Америки. Если узел нарушается, последствия не обязаны оставаться локальными. Ослабление влагооборота может отражаться далеко за пределами участка вырубки. Представь это не как один лес, а как инфраструктуру, которая перекачивает дождь. И тогда каждое крупное повреждение уже выглядит не просто потерей деревьев, а вмешательством в климатический контур. Ученые не используют язык апокалипсиса без нужды. Но само слово «хаб»
здесь звучит почти тревожнее любой метафоры, потому что узлы имеют свойство влиять на всю сеть. Именно поэтому разговор об Амазонке давно вышел за рамки локальной экологии. Речь идет о связанной системе испарения, облаков и осадков на огромном пространстве. И если честно, нас должно смущать уже одно это. Крупнейший лес мира оказался еще и важным оператором дождя. А сколько лет мы рассказывали о нем так, будто он просто впитывает солнце и дает кислород. Четвертый шокирующий факт таков. Амазонка помогает организовывать собственную влагу и влагу для соседних регионов. И наука очень долго недооценивала, насколько этот процесс сетевой и уязвимый. Иногда самая опасная ошибка в том, что мы называем фоном систему, без которой не держится сцена. Пятый факт переносит нас на миллионы лет назад и ломает уже географическую интуицию. Современная Амазонка течет на восток к Атлантике, но так было не всегда. В 2010 году Nature Geoscience описала миоценовую перестройку дренажа Амазонки. До формирования современной системы в западной части бассейна существовал гигантский влажный комплекс, своего рода мегаболото. Исчезновение этой системы сопровождалось появлением восточного стока, знакомого нам сегодня. Раньше подобные перемены часто связывали в основном с поднятием Анд, но авторы показали, что важную роль могли играть и глубинные процессы мантии через региональные поднятия и опускания поверхности. В статье говорится о динамическом погружении до примерно 40 метров за миллион лет, которое помогало формированию древнего мегаводно-болотного ландшафта. Звучит медленно, но для геологии это темп, который переписывает карту континента. И если задуматься, это почти пугает. Крупнейшая река мира в нынешнем виде тоже когда-то была временным решением планеты. Мы любим смотреть на современные русла как на нечто окончательное. А геология спокойно напоминает, что даже колоссальные речные системы меняют направление истории. Представь, сколько экосистем, осадков и путей миграции перестраивается, когда меняется главный водный вектор континента. Это уже не вопрос одной реки, это вопрос архитектуры целого бассейна. Амазонка оказывается не только живым лесом, но и продуктом очень долгой тектонической драмы. И этот факт важен для современности, потому что он показывает, насколько глубока память ландшафта. То, что сегодня кажется естественным фоном, часто является финалом очень длинной цепи преобразований. Наука раскрыла это не по легендам, а по моделям, стратиграфии и реконструкции древнего рельефа. Но для зрителей здесь есть простой вывод. Даже форма самой Амазонки не была изначально задана раз и навсегда. Пятый шокирующий факт в этом и состоит. Главная река бассейна не всегда была той рекой, которую мы знаем. И это открытие пришло слишком поздно, хотя бы потому, что привычная карта успела казаться вечной. Когда смотришь на современное русло, трудно поверить, что у него была совсем другая геологическая биография. Но именно такие вещи и делают Амазонку местом, где простые школьные схемы заканчиваются быстрее всего. Шестой факт кажется почти невозможным, пока не читаешь атмосферную химию. В 2024 году Nature Geoscience показала, что в сезон дождей осадки в Амазонке регулярно вызывают всплески новых наночастиц прямо внутри лесного полога. Аэрозольные частицы нужны для образования облаков и осадков. Долгое время их происхождение над влажной Амазонкой в сезон дождей оставалось не до конца понятным. Ранние работы связывали новые частицы в основном с мощной конвекцией высоко в атмосфере. Но данные Amazon Tall Tower Observatory показали более локальную и неожиданную динамику. После дождя внутри полога регулярно рождались всплески наночастиц в диапазоне нуклеации. То есть дождь не только завершает цикл, он помогает запускать новые микрофизические процессы для следующего этапа. Лес, вода и атмосфера здесь работают как сцепленные механизмы. Это невероятно важный сдвиг в понимании, потому что речь не о красивой метафоре, а о наблюдаемом процессе. И если ты привык думать, что дождь просто падает на лес, придется расширить картину. В Амазонке дождь еще и меняет состав воздуха так, что это может влиять на следующее облако. Представь себе экосистему, которая не просто живет под небом, а участвует в сборке самого неба. В такие моменты документалистика почти проигрывает реальности по степени странности. Ученые осторожны в формулировках, но сам факт впечатляет и без украшений. Оказывается, внутри амазонского полога могут идти процессы, которые связывают дождь, химию частиц и дальнейшие осадки. Это напоминает, насколько опасно воспринимать лес только как набор стволов и листьев.
На деле это гигантская реакторная среда, где биология и атмосфера постоянно договариваются друг с другом. Шестой шокирующий факт в этом и состоит. Дождь в Амазонке помогает готовить физические условия для будущих облаков. И наука пришла к этому выводу лишь тогда, когда инструменты стали достаточно чувствительными и долговременными. Слишком поздно не значит бесполезно, но это значит, что мы очень долго недооценивали, насколько живой лес умеет вмешиваться в жизнь воздуха. А раз так, любое грубое изменение этой системы может иметь последствия, которые простым глазом не увидишь. Седьмой факт особенно неудобен, потому что он рушит одну из самых популярных формул об Амазонке. Мы привыкли называть ее великим поглотителем углерода. Но работа Nature 2021 года показала более тревожную картину. Исследователи использовали 590 вертикальных авиационных профилей, собранных с 2010 по 2018 год на 4 участках Амазонии. Их цель была простой и жесткой – проверить углеродный баланс не по абстракциям, а по реальным атмосферным измерениям. Выяснилось, что Восточная Амазония выбрасывает больше углерода, чем западная. Ключевую роль в этом играют пожары и связанные с ними выбросы. Особенно выделилась Юго-Восточная Амазония, которая в исследовании вела себя как чистый источник углерода в атмосферу. Это не значит, что весь бассейн одномоментно стал одинаковым источником. Но это значит, что старая удобная фраза «Амазонка всегда все компенсирует» больше не работает. И здесь особенно неприятно то, что лес можно потерять функционально раньше, чем он исчезнет визуально. Сверху крона еще может выглядеть живой, но в углеродном смысле система уже начинает работать хуже. Представь разговор со зрителем без самообмана. Проблема не только в том, сколько леса срубили, но и в том, как изменился оставшийся. Жара, засухи, фрагментация и огонь вместе меняют метаболизм огромного региона. То, что раньше помогало связывать углерод, в некоторых зонах уже отдает его обратно. Это одна из тех новостей, которые опасно упрощать. Но еще опаснее делать вид, что ее нет, потому что она не помещается в старую экологическую иконку. Седьмой шокирующий факт таков. Части Амазонки уже не только поглощают углерод, но и отдают его в атмосферу. И наука смогла показать это достаточно убедительно именно через длительные полевые измерения. Слишком поздно здесь звучит особенно тяжело, потому что речь не о прошлом, а о процессе, который идет сейчас. Мы часто думаем о катастрофе как о мгновенном коллапсе, но иногда она приходит как смена знака в балансе. Было поглощение, стал выброс. И в документальном смысле это, пожалуй, страшнее любого эффектного кадра пожара. Восьмой факт снова требует отказаться от слишком простой картинки. Когда мы говорим о глобальном углероде, нам хочется разделить мир на поглотители и источники. Но система Амазонки и здесь сложнее. В 2014 году Nature показала, что выброс СО2 из бассейна Амазонки во многом подпитывается болотами и затопляемыми территориями. Иными словами, внутренние воды региона не просто уносят органику к океану, они сами активно участвуют в газообмене с атмосферой. Авторы напоминали, что малые реки выше по течению не объясняют весь объем СО2, который выходит из затопленных зон ниже. Значит, существенная часть углеродной динамики рождается прямо в этих водно-болотных пространствах. Для зрителя это звучит непривычно, потому что вода в лесу обычно ассоциируется с охлаждением и жизнью, а не с выбросами. Но в биогеохимии уютные ассоциации не работают. Разложение органики, сезонные разливы и обмен между сушей и водой делают систему очень подвижной. Амазонский бассейн не просто лес. Это еще и гигантская водная машина. Представь сезон паводка не как красивую открытку, а как момент, когда меняется вся химия дыхания ландшафта. Тогда становится понятнее, почему ученые так внимательно смотрят на поймы, болота и затопляемые леса. Именно там часто скрываются процессы, которые в спутниковой картинке не выглядят драматично, но по факту они меняют региональный углеродный баланс. Восьмой шокирующий факт звучит так. Часть амазонского СО2 выходит не вопреки воде, а через нее. Это не отменяет роли леса как важнейшей экосистемы, но это заставляет считать аккуратнее и видеть не только деревья, но и внутренние воды. Наука поняла это поздно, потому что такие процессы трудно измерять в огромном, сезонно меняющемся бассейне. А когда измерения наконец стали достаточно широкими, картина снова оказалась сложнее лозунга. И, возможно, именно сложность здесь главный герой. Амазонка постоянно напоминает, что большие природные системы не обязаны быть удобными для наших плакатных формул.
Девятый факт особенно жесток, потому что он касается яда, который лес улавливает молча. В 2022 году Nature Communications показала, что амазонские леса в районах рядом с кустарной золотодобычей получают очень высокие поступления ртути из атмосферы. Исследование было выполнено в перуанской Амазонии, сильно затронутой Artisanal and Small Scale Gold Mining. Авторы прямо пишут, что такие выбросы ртути в глобальном масштабе уже превышают уголь как крупнейший источник. Для добычи золота ртуть часто используют как технологический реагент. Проблема в том, что она не остается только на месте добычи. Интактные леса рядом с такими зонами получают повышенные уровни общей ртути и метилртути в атмосфере, листве и почвах. То есть крона работает почти как ловушка для токсичного загрязнения. И в этом есть страшная ирония. Самый живой на вид лес может скрывать химическую нагрузку, которую не видно в кадре. С высоты ты видишь зелень, но зелень уже собирает на себя яд. Для экосистемы это важно потому, что ртуть дальше входит в пищевые цепи, а там уже речь идет не только о деревьях, но и о рыбе, животных и людях. Представь, насколько коварен такой процесс для документального глаза. Разрушение не всегда похоже на вырубку. Иногда оно приходит как невидимый осадок на листья. Именно поэтому девятый факт нельзя сводить к одной картинке с разрытыми берегами. Проблема шире самих карьеров. Лес оказывается не просто жертвой вырубки вокруг добычи, он становится аккумулятором атмосферного загрязнения. Ученые увидели это через полевые пробы, а не через громкие лозунги. И чем тщательнее считывались листья, почвы и воздух, тем неприятнее становилась картина. Девятый шокирующий факт таков. Даже внешне сохранный амазонский лес может быть химически отравлен соседней золотодобычей. Мы узнали это слишком поздно, потому что токсичность редко видна без приборов и лаборатории. А значит, часть урона может накапливаться задолго до того, как общество вообще замечает проблему. И это, пожалуй, одна из самых тихих и самых опасных историй современной Амазонки. Десятый факт подводит нас к самой тихой и, возможно, самой глубокой перемене взгляда на Амазонку. В 2018 году Nature Plants показала долговременное наследие примерно 4500 лет поликультурного агролесоводства в Восточной Амазонии. Это звучит академично, но смысл очень зрелищный. Современный лес в некоторых районах несет на себе отпечаток древнего человеческого отбора полезных видов. Авторы писали об устойчивом антропогенном ландшафте, который способствовал гипердоминантности съедобных растений в современных лесах Восточной Амазонии. В ископаемых озерных и наземных записях исследователи увидели резкое обогащение съедобных видов, связанное с доколумбовым присутствием. Иначе говоря, люди не просто выживали в лесу, они медленно перенастраивали состав леса под еду и устойчивость. Причем не обязательно через тотальную расчистку. Работа говорит о Closed Canopy Forest Enrichment, ограниченном земледелии и низкоинтенсивном использовании огня. Это очень важно. Древние системы не сводятся к образу «вырубил и посадил». Часто это было тонкое управление уже существующим лесом. Позже, как отмечают авторы, развитие темных почв помогло расширению выращивания маиса на плато Белтерра. То есть древняя хозяйственная история Амазонки местами была куда изобретательнее, чем мы привыкли представлять. Подумай, что это значит для сегодняшнего кадра леса. Когда камера скользит по зеленому пологу, она может показывать не только природу без людей, но и природу после очень длинного взаимодействия с людьми. Это не делает весь лес искусственным, но делает сам вопрос намного умнее. Где заканчивается дикая среда и начинается среда, которую тысячелетиями подталкивали в определенную сторону? Десятый шокирующий факт как раз об этом. Часть современной Амазонки экологически помнит древние человеческие выборы. И наука долго не могла уверенно это показать, потому что требовалось совместить археологию, палеоэкологию и современную ботанику. Такие сюжеты редко раскрываются одним раскопом или одной пробой. Нужны годы сопоставления данных, чтобы лес вдруг перестал быть немым. И, пожалуй, это лучший финальный вывод для всей темы. Амазонка шокирует не тем, что она чужая человеку, а тем, что связь человека и леса там оказалась намного древнее, сложнее и тоньше, чем мы признали вовремя.